Віка, Аліса, прывітанне. Вы абедзве даслалі эсэ, але насамрэч вельмі розныя па формах, бо ў Вікі яно такое мастацкае, творчае, у Алісы дастаткова акадэмічнае. І адсюль паўстае пытанне, што дае вам магчымасць аднесці іх да жанру эсэ? Ну, для начала нужно сказать, что такое эссе. Это, грубо говоря, это размышления в письменном виде на вольную тему. Поэтому мне кажется, что здесь подходит и художественное выражение, и более академическое. Это зависит, как, ну, на мой взгляд, от темы, конечно же. Да, я тоже поддерживаю Алисину точку зрения, что это очень свободный жанр, то есть в зависимости от задачи, которую ставишь перед собой, ты можешь немножко, то есть и даже в зависимости от мыслей, которые ты хочешь высказать, некоторые мысли подразумевают, что ты используешь более академическую речь, а иногда ты можешь проявить полет фантазии и выразить себя как-то по-другому, более свободно. Поэтому, то есть можно даже переключаться, мне кажется. Мне так обычно получается, то есть я могу написать и более академично, и более творчески. Так, але ўсё ж ваши работы пры гэтым застаюцца вельмі рознымі. І як вы думаеце, ці магло неяк ваше мысленне паўплываць на мову, якой вы пісалі свае эсэ? Мне кажется, это зависит от степени начитанности человека. То есть, если человек настолько начитан, он может спокойно написать какое-нибудь мастацкое эссе. А калі ён не начитаны, ён будзе пісаць акадэмічнае? Нет, конечно. Получается, что это, как я уже сказала, зависит от цели, которую ты хочешь. Как бы. Если, получается, я бы не сказала, что у меня настолько академическое эссе, но оно более научное, чем могло бы не быть, грубо говоря. И я бы сказала, что тут зависит все от полета фантазии, конечно же, от человека, и, возможно, от того, куда ты направляешь это эссе. Потому что, как мне кажется, Вика, она писала то, что у нее лежит на душе. Я писала, как бы, на тему определенную, поэтому, мне кажется, это в огромной степени повлияло на то, каким оно получилось в конце. Вика, как ты думаешь? Для меня написание подобного рода эссе было каким-то образом экспериментом. Я решила, почему бы вот не использовать такую форму более литературную и не включить себя, если вы читали эссе, вы понимаете, о чем я, включить себя в какой-то мировой ход истории и добавить туда немножко литературщины, скажем так. И да, то есть это совсем по-другому предполагает твой способ мышления, когда ты включаешь фантазию на полную и привлекаешь все контексты, которыми ты обладаешь, там литература, история, эволюция, биология, там зоология, у меня там есть зрачки крокодила и так далее, щупальца. И это очень круто, и иногда, мне кажется, стоит прибегать к таким экспериментам, потому что это очень сильно расширяет твою способность мыслить и фантазию и все остальное. Но так как мы учимся, как требует от нас учебный процесс, чаще всего мы прибегаем к жанру академического эссе. И, в принципе, академическому эссе мы учимся все наше учебное время, и нас, в принципе, этому учат, как это делать. И в любом случае мы умеем это делать и будем это делать постоянно. А более свободную форму это уже, то есть ты просто, исходя из своего внутреннего порыва делаешь или не делаешь. Вот. Яшчэ скажы, калі ласка, колькі маладая, энергічная, рызыковая эсеістка зарабляе ў 2018 годзе?